Как понять, что нарцисс тебя утилизирует? Дело в том, что это самая последняя стадия в отношениях с нарциссом, наиболее болезненная для человека, который находится с ним в отношениях. И сегодня мы будем в этом разбираться. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и мы сегодня с вами разбираем, собственно, что же говорит нарцисс вам, когда он вас утилизирует. Для чего это нужно знать? Ну, во-первых, если вы слышите эти слова, вы понимаете, кто находится напротив вас. То есть это человек, который имеет нарциссические черты и который вас, вероятно, утилизирует. А во-вторых, вы, собственно, понимаете, что вот оно происходит, последняя стадия отношений. Эти отношения заканчиваются, и он собирается от вас избавиться. Если вам эта тема интересна, вы хотите в этом всем разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы начинаем. Мы помним, что отношения с нарциссом протекают через 3 стадии. Это стадия идеализации или лавбомбинга, стадия, когда он много говорит вам приятных вещей, он, по сути, бомбардирует вас знаками внимания. Для чего это нужно? Чтобы с вашей стороны сформировалась эмоциональная привязанность, и вы были в каких-то таких зависимых отношениях с ним. Вторая стадия – это стадия обесценивания. То есть, что здесь происходит? Поскольку на первом этапе ему получилось сформировать у вас привязанность, и вы к нему привязались, то на второй стадии он начинает обесценивать вас, он обесценивает эти отношения, а поскольку вы же верите, что это отношения какие-то нормальные, вы стараетесь как-то, все наладить, вы стараетесь ему как-то потакать, угождать, и в этот момент он получает самое важное, что ему необходимо – нарциссический ресурс. То есть раз он так себя ведет, раз он позволяет себе вот так вот все обесценивать, а вы тем не менее в отношениях остаетесь, это для него сигнал, что он достаточно важен, что он вот такой вот молодец. И третья стадия – это стадия утилизации или отказа, когда он понимает, что он уже эти отношения настолько разрушил, что вы уже скоро сами уйдете. Ему важно, чтобы он ушел первый, чтобы не получилась ситуация, что его бросили, он должен бросить. Вот он в конце, вот в стадии утилизации, говорит такие какие-то вещи, которые предполагают, что вы должны уйти. В этой ситуации либо он говорит вам что-то такое вот разрушительное и обидное, что вы уходите, и он получает такое знание того, что я эти отношения проконтролировал. Либо бывает так, что нарцисс утилизирует, а жертва нарцисса все еще не уходит, она очень сильно страдает, и он, наблюдая за ее страданиями, понимает, что поскольку это же я сделал, я это контролирую, чувствует себя опять же достаточно таким, знаете, как бы совершенным и всемогущественным. Итак, нарцисс тебя утилизирует, если первое, он тебе говорит что-нибудь вроде «ты никогда меня не ценила, ты вообще не ценишь все, что я для тебя сделал, я для тебя сделал все, я тебя познакомил с важными людьми, научил тебя каким-то важным вещам, а ты меня вот не ценила никогда и никогда не была благодарной. Даже если вы его действительно ценили и были благодарны ему за то, что он для вас сделал, вот он говорит так, что ты меня не ценишь, и поэтому нам нужно с тобой расстаться. Если женщине в такой ситуации сложно принять факт расставания, она старается, как будто бы так невольно подыгрывая ему, говорит: да нет, я ценила тебе, я тебе благодарна. Она начинает его, как будто бы благодарить, и получив этот нарциссический ресурс, все равно он как бы настаивает на том, что он уходит из этих отношений. Ему важно, выходя из отношений, видеть максимальное количество страданий в глазах этой женщины, с которой он расстается, чтобы он не чувствовал то страдание, которое он, возможно, мог бы испытывать бы сам, если бы он понимал, что он сам все свои отношения разрушает. Вторая вещь, которую он может говорить, это что мне приходится уйти, потому что ты была невыносима. Ты была невыносима в своих реакциях. То есть он фокусируется на твоих реакциях, а не на своих действиях, на которые ты эти реакции давала. То есть, грубо говоря, он тебе, скажем, изменил, а ты потом ему очень долго как-то устраивал какие-то скандалы. И вот он говорит: мне приходится уйти, потому что ты невыносима в твоей скандальности, в твоей какой-то эмоциональной несдержанности. Или, скажем, он когда-то тебя оскорбил, а ты потом долго обижалась, долго тебе было как-то тяжело, ты как-то проявляла себя эмоционально, что тебе это не нравится. И вот он фокусирует внимание на твои реакции, на его действия, при этом свои действия он как будто бы так выносит за скобки. То есть нам нужно расстаться, потому что ты невыносима в своих реакциях на, как будто бы непонятно что, на самом деле на его действия. Нам придется с тобой расстаться, потому что я бы тебе не изменил бы, если бы ты больше уделяла мне внимания, если бы ты как-то прислушалась к моим сексуальным потребностям. Нам нужно с тобой расстаться, потому что я тебя ударил из-за того, что ты меня выводила постоянно, ты меня доводила своей какой-то эмоциональной несдержанностью. То есть всю ответственность за все свои косяки он перекладывает на вас, и даже если он проговаривает вот эти какие-то свои, такие абсолютные ошибки, как физическое насилие, измена, я не знаю, какая-нибудь то, что он все время, что он находился с вами, не работал, брал у вас деньги в долг. Нет, в этом всем виноваты вы. Вы вынуждали его, с его слов, вот так поступать, и поэтому вам нужно расстаться. То есть, по сути, такой способ его утилизации вас предполагает, что вы, все, что вы можете ответить, это сказать что-то обеляющее его вину. Предположим, он говорит, что нам приходится с тобой расстаться, потому что ты мне постоянно, не знаю, устраиваешь какие-то скандалы и выносишь мозг из-за моей какой-то того, что я не устраиваюсь на работу. Что вы можете на это ответить? Ладно, тогда давай не устраивайся на работу, возможно, я была не права. Вот он этого ожидает, он ставит вас в ситуацию, когда вам
вам нечего ему вообще нормального ответить. Ну и четвертая вещь, это поскольку нарциссы любят прибегать к газлайтингу, он может говорить о том, что ты сумасшедшая, безумная, эмоционально неуравновешенная, истеричная и так далее. То есть что здесь происходит? Он вырывает из контекста вашу реакцию, которая может быть в какой-то ситуации действительно какой-то эмоционально несдержанной. Ну, предположим, вы, не знаю, там разозлились и в гневе ему говорили какие-то вещи, когда узнали, что он там, скажем, вас как-то обманул, там, предал, взял денег, о том, о чем вы там не говорили с ним, или там общался с какой-то со своей бывшей, о чем тоже вы договорились, что этого не будет. То есть он сделал что-то такое, на что было адекватно отреагировать так, как вы отреагировали, но он вырезает это из контекста и говорит: посмотри, ты отреагировала, ну, скажем так, эмоционально не сдержанно, и затем он начинает вот эту вот вашу поступку как будто бы включать в описание вашей личности. Ты не сдержанная, ты эмоционально какая-то неуравновешенная, ты истеричка. Вот. То есть таким образом он начинает вас вот так вот утилизировать, он начинает вот говорить вам о том, что я не могу находиться с тобой в отношениях, потому что ты вот такая какая-то безумная, сумасшедшая. Вас это как бы ставит в такую ситуацию, что вам нужно как-то оправдываться, а как вы оправдаетесь, если вы не сумасшедший? Как человек, если он не сумасшедший, может оправдаться и доказать, что он не сумасшедший. Более того, он может даже в следующих уже своих отношениях говорить о том, что вот моя предыдущая там женщина, она была такая вот какая-то истеричная, какая-то эмоционально неустойчивая, а новой женщине он будет говорить, что вот на не то, что ты такая вот хорошая, такая идеальная, я так рад, что я тебя встретил. И это будет уже стадия лавбомбинга в его следующих отношениях. И пятая вещь, которую нарцисс тебя утилизирует, это он тебе говорит фразы типа: ты никогда не найдешь человека такого, как я, ты навсегда останешься одна, у тебя никогда не будет нормальных отношений. Дело в том, что когда мы расстаемся, нам вот эти катастрофические мысли и так в голову приходят, потому что у нас был какой-то сценарий отношений, он заканчивается, нового сценария еще нет, естественно, потому что, ну, как правило, в здоровых отношениях ты, когда отношения заканчиваешь, ты не начинаешь тут же новые или не начинаешь, скажем так, новые отношения еще до того, как ты эти закончил. Что, кстати, часто делает нарцисс. Так вот, когда человек сталкивается с идеей расставания, обычно нам в голову приходят эти мысли, что а встречу ли я когда-нибудь кого-то такого же, а будут ли дальше у меня еще отношения, а смогу ли я еще раз так полюбить. Вот. И нарцисс начинает давить на эту, так сказать, больную мозоль. Для чего это ему нужно? Он хочет увидеть в ваших глазах отчаяние, он хочет увидеть в ваших глазах беспомощность, таким образом почувствовать контроль, что он контролирует ваши эмоции. И в последний момент как бы почувствовать себя таким вот контролирующим эти отношения, что у тебя ничего не получится, ты никогда не найдешь себе человека, который будет такой же, как я, и вот, к сожалению, нам нужно с тобой расстаться. Бывает так, что вы с нарциссом уже расстались, но вы какое-то время еще общаетесь, ну, по каким-то там вопросам, скажем, вы коллеги, или там ему нужно вещи у вас забрать, или еще что-то. То есть вроде бы вы как говорили, что вы уже расстались, но вот вы с ним еще пересекаетесь, и в такой ситуации он обязательно вам скажет, что ему так прекрасно без вас, что с вами он страдал, а сейчас ему так хорошо, что он как будто бы, но вот опять вот он стал живым, а с вами он был какой-то весь под, не знаю, под тяжестью этих всех отношений. То есть он обязательно покажет, насколько тяжело ему было с вами и насколько как будто бы хорошо ему сейчас. Дело в том, что вам, скорее всего, после расставания будет не так хорошо, как он описывает себя, потому что нормальный здоровый человек, выходя из отношений, какое-то время переживает расставание и испытывает, скажем так, не самые легкие, не самые радужные чувства. И когда вы будете видеть, что вот он говорит о том, что ему так классно, а вы будете думать, что да, но мне не так хорошо, вы будете думать о том, что, возможно, это была ошибка, возможно, все-таки это я была виновата, раз ему так хорошо, а мне вот плохо. Возможно, это проблема во мне, это я не способна к нормальным отношениям, а ему вон как он веселый прыгает, скачет. Вот. На самом деле это способ нарцисса утилизировать вас даже после отношений. Таким образом, когда он видит у вас в глазах вот эти вот какие-то сомнения, он еще раз как бы удостоверяется в том, что он действительно настолько важный, настолько грандиозный, что даже люди, с которыми он уже расстался, все равно как будто бы жалеют о том, что они расстались. Ну и седьмая вещь, которую нарцисс может вам говорить во время расставания, во время утилизации, это что ты испортила все мои отношения. То есть ситуация здесь какая? Нарцисс не умеет строить субъектные отношения. Он не умеет строить отношения, где вот он и другой человек находятся в каких-то равных отношениях, с равным разделением какой-то ответственности, с пониманием друг друга. Все его отношения, они по сути объектные. То есть есть он и есть люди, которые являются инструментами его существования. С вами он был в отношениях для того, чтобы получать нарциссический ресурс. То есть чтобы вы его как-то хвалили, чтобы вы показывали ему значимость, чтобы вы показывали, что боитесь его потерять. То есть он получает от вас просто сигналы, которые
ну, как будто бы доказывают ему, что он какой-то окейный, что он значимый. Вот. И естественно, что со всеми другими людьми в его жизни у него также отношения какие-то, ну, не очень хорошие. С его родителями, с его детьми, с вашими, возможно, общими детьми, не знаю, с вашими общими знакомыми, с какими-то вашими родителями. То есть, как только вы начинаете расставаться, он вам говорит о том, что посмотри, все отношения у меня, они недостаточно хороши, потому что ты их разрушила, ты в них вмешивалась и ты виновата. Опять же, если вы слышите такие вещи, что вот вас человек обвиняет в том, что вы разрушили его отношения, ну, с какими-то людьми, с третьими лицами, то, скорее всего, это нарцисс, который вас утилизирует. Если у вас когда-нибудь были отношения с нарциссом, то вы знаете, что это самая болезненная, самая неприятная стадия, стадия утилизации, по сути, последняя стадия утилизации. Переживать ее обычно, ну, наиболее тяжело, но нужно помнить, что перед рассветом тьма сгущается. То есть, если вы чувствуете, что вы оказываетесь в каком-то, ну, не знаю, эмоциональном дне ваших отношений, если вы благодаря этому видео понимаете, что вот сейчас происходит утилизация вас нарциссом, если вы понимаете, что эти отношения скоро закончатся и вам очень тяжело вот пережить это расставание, то вы можете успокаивать себя тем, что это уже конец отношений. Это конец отношений, после которого вам будет становиться только лучше, лучше, еще раз лучше. И чем быстрее вы примете тот факт, что вы находитесь в нездоровых отношениях, чем быстрее вы примете тот факт, что то, что говорит вам другой человек, это, ну, не то, что он имеет в виду, это не то, чем он на самом деле является, что все это манипуляции, тем вы сможете быстрее постараться смотреть на себя, ну, каким-то более таким холодным, непредвзятым взглядом. Если в вашем опыте была ситуация, когда вы находились в отношениях с нарциссом, вы можете написать в комментариях, какие он фразы говорил, когда утилизировал вас, что вы делали, как вы с этим справлялись, как вы это пережили. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь этим опытом. Если вам эта тема кажется важной, видео понравилось, обязательно поставьте лайк под видео. Для меня это очень важно, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы меня не потерять. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.